Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Как всегда, напоминание о том, что нужно сделать в своем саду в июне месяце. Наши деревья в основном уже все с плодами стоят. Эта зависть активно развивается. Что это значит? Это значит, что эта зависть потребляет большое количество воды и большое количество питательных веществ. Значит, что нужно? Нужно деревья поливать. О том, как поливать, когда поливать, я снимал подробное видео. Переходите по ссылочке и смотрите его. Конечно, в каждом регионе у каждого свои методы полива. Можете поливать как угодно. Но все-таки я в двух словах скажу. Я считаю, что поливать нужно редко, но очень обильно, глубоко проливая корневую систему. Частые мелкие поливы приводят к образованию поверхностных корней, и дерево становится зависимым. Мало ли вы уехали куда-то, насос сломался, засуха, дерево может просто не выжить. Да и в морозные дни, зимой, такому дереву с поверхностными корнями будет гораздо хуже. Вот почему я говорю, капельный полив – это зло. Я так всегда говорю. Ну, а, конечно, метод выбирайте сами. Питательные вещества. Вот сейчас, когда зависть вовсю развивается, дерево можно удобрить. Чем? Помните, что до середины лета можно удобрять с большим количеством азота удобрениями. Это может быть органика, коровяк, куриный, но, естественно, разбавлять в нужных пропорциях. Это может быть минеральное удобрение, нитроамофоска, где азот, фосфор и калий. Но самый лучший вариант, самый простой, самый доступный, это минеральные удобрения комплексные, где есть макро и микроэлементы. Помните о том, что удобрять можно не только под корень, но и по листьям. Опять же, видео есть, ссылки в описании, переходите, смотрите. Можно готовить слабые растворы, ни в коем случае не концентрированные, иначе сожжете, и удобрять по листьям. Этот метод очень быстрый и очень эффективный. Буквально в течение 2-3 дней исправляются всякие перекосы в питании. Помните о том, что не только плоды сейчас начинают развиваться активно, но еще и сейчас в июне закладываются почки цветочные будущего года. Вот именно сейчас вы себе формируете урожай будущего года уже. Поэтому дерево, в принципе, ни в чем не должно знать недостатка. Но и перекармливать его не стоит. Некоторые совершают ошибку, дают слишком много азотных удобрений. Дерево гонит огромное количество поросли в ущерб закладыванию цветочных почек. Кстати, про поросли. Вот сейчас летом наверняка большое количество ненужных побегов растет внутрь кроны. Или побегов, которые растут внизу, от корня, волчки так называемые. Вот это все сейчас нужно удалять. Причем не запускайте, чтобы потом секатором или даже пилой выпиливать. Ведь они отбирают огромное количество сил, толку от них никакого. Выламывайте на ранней стадии, когда можно это все пальцами, ногтями отломать. Вредители. Вот сейчас активно, по крайней мере у меня в саду начинает развиваться тли всевозможные, заболевания всякие. Поэтому, чтобы дерево не страдало, чтобы в следующем году у вас был хороший урожай, и чтобы этот урожай хорошо вызрел, обязательно ходите каждый день по своему саду. Я утром беру чашечку кофе и выхожу, прогуливаюсь по саду, осматриваю свои деревья. Тщательно причем осматриваю, потому что где-то, если в самом начале заметили, устранить эту болезнь или этого вредителя гораздо проще, чем бороться, когда эпидемия разрослась уже на весь участок. Если вы, как и я, любите размножать растения с помощью черенков, вот в июне у вас сейчас самая горячая пора начинается. Почему? Потому что отрастают на растениях новые побеги. Молодые побеги укореняются гораздо быстрее, чем прошлогодние древесневшие. Их укоренить проще. Напомню, как это делается, буквально в 2 словах, видео тоже по ссылочке переходите, смотрите. Вы отрезаете череночек, у которого есть 2, лучше 3 почки, междоузлия так называемых. С нижних обрываете листочки и втыкаете их в землю. Верхние листочки наполовину приблизительно обрезайте, чтобы испарение влаги было меньше. И накрывайте банкой. Обязательно регулярно поливайте. Вот это сохранение влажности под банкой позволяет черенку не высохнуть, а дать корни. Таким образом можно укоренять множество всяких растений и наших любимых ягодных, там малину, смородину, крыжовник. Даже некоторые деревья можно попробовать укоренить: сливу, вишню, например, алычу. Ну и декоративные кустарники, ту же самую беречину, возле которой я стою, или тот же самый тамарикс. Вот отлично в июне все это делать. Кстати сказать, эту процедуру укоренения можно совместить с обрезкой, ведь сейчас в июне вы начинаете активно, они растут, и вы их активно начинаете обрезать, эти самые всякие живые изгороди, топиарные формы, кустарники свои. Но помните о том, что кустарники, вот эти, которые весной цветут, обрезают уже после окончания цветения. Вот мой тамарикс отцвел, я его уже потихонечку обрезаю. Если стрижете живую изгородь, помните главное правило. Обрезать нужно, чтобы вверху оставалось меньше, а внизу оставалось больше. Небольшая трапеция вот такая была. Почему? Если сделать ровную, как на картинке рисует,
нижняя часть будет получать света меньше, чем верх. И там, в конце концов, внизу могут образовываться дырки, просветы. Нам этого не хочется, поэтому стрижем небольшой трапецией. Тогда и низ будет получать достаточно света, и там будут развиваться побеги в большом количестве. С виноградом, ну помимо того, что, естественно, мы тоже следим за вредителями и болезнями, мы обязательно выламываем ненужные пасынки. То есть вот такие вот маленькие побеги. Если вам, конечно, не нужно получить второй урожай на этих пасынках, если ранние сорта. Естественно, укорачиваем побеги, чтобы они не росли слишком. И вот наш будущий урожай уже начинает формироваться. Газон. Если вы не успели посеять весной газон, как принято, в принципе в июне еще можно его сеять, но обязательно с поливами. Если вы пересушите в какой-то момент, а сейчас уже жарко, у нас уже по 30 температура, естественно, ваши труды пойдут на смарку. Нельзя семена посеянные засушивать. Садовая земляника, еще пару слов. Сейчас она уже активно, на ней начинает формироваться урожай, она отцвела уже. Но при этом она начинает выпускать усы. И вот тут вам нужно принять такой определенный, очередной, я бы даже сказал, садовый компромисс. Либо много усов, но тогда урожая будет меньше. У нее просто не хватает сил на то и на то. Либо урожай, но тогда усов будет меньше. Если вы хотите ее размножать, это плохо. Поэтому примите компромисс. Оставьте, наверное, часть усов на размножение, если вам нужно, но небольшую часть. Большую часть удалите. Тогда вы получите и урожай, и новые саженцы садовой земляники. Ну, про огород, что тут скажешь? Наверное, уже к июню все рассаду высадили, остается только ходить на грядки и любоваться. Но это шутка, конечно. Как раз в огороде сейчас тоже горячая пора начинается, потому что нужно пропалывать от сорняков, нужно подкормки, нужно обработки от болезней и вредителей. В общем, чтобы получить хороший урожай огородных культур, постараться придется сильно. Тут даже останавливаться на этом подробно не стоит. В цветнике очень интересная ситуация. Какие-то растения уже отцвели. Ну, например, пионы, ирисы. И вот в этот момент их стоит подкормить. Для чего? Для того, чтобы в будущем году они тоже хорошо цвели. А некоторые растения только собираются цвести. Ну вот розы, я не случайно тут сел, роза вся в бутонах уже. И вот сейчас, как раз в начале июня, ее можно подкормить, чтобы это цветение было пышным, ярким, обильным. Чем подкормить? Ну, опять же, вот я лично предпочитаю полное комплексное минеральное удобрение, где есть микроэлементы, чтобы растение получило все необходимые вещества, потому что почвы могут быть такие, что какого-то элемента не хватает. Дальше тюльпаны, они уже отцвели давным-давно, некоторые спешат выкапывать, не спешите. Ждите, пока полностью пожелтеет ботва, вот на переднем плане они, надеюсь, вам видно. Вот эти, кстати, цветоносы, на которых завязываются семена, их стоит вообще удалить сразу, но я, как всегда, пропустил этот момент. Вот сейчас, когда пожелтела ботва, их можно выкопать и луковицы отправить уже на хранение. Хранить их рекомендуется при температуре где-то 22-23 градуса, то есть фактически в доме их лучше всего хранить до высадки. Часто можно услышать вопрос, а зачем тюльпаны выкапывать? Вот мы не выкапываем, и у нас все нормально, цветут и радуют нас. На самом деле, если вы коллекционер сортовых каких-то тюльпанов, выкапывать нужно каждый год. Это обязательное правило. Если же вы выращиваете, чтобы просто было как у всех, в принципе, можете не выкапывать каждый год. Но имейте в виду, что с каждым годом луковица опускается все ниже и ниже. И в конце концов выкопать ее будет очень сложно. Если у вас в регионе в июне нет какой-то дождливой, сырой погоды, а такая погода, как у меня, фактически уже жара и засуха начинается, то, естественно, никаких пересадок и никаких делений многолетних культур уже делать не стоит. Я сейчас не про посадку контейнерных растений, а именно вот когда вы выкапываете, делите на части, пересаживаете в такую жару, хотя в умелых руках и это возможно. Когда вы ходите по своему саду, фруктовому, я имею в виду, и осматриваете его на предмет болезней и вредителей, помните о том, что и декоративные культуры наши поражаются фактически теми же самыми болезнями. Вот рядом барбарис, мучнистая роса, где-то может быть паутинный клещ, где-то трипсы могут быть, какие-то клещи. Обязательно декоративные растения тоже осматривайте на предмет болезней. Ну и наконец, если вы свои комнатные растения выносите на лето на улицу, делайте это постепенно. Постепенно приучайте их к солнечному свету и к ветру. Сначала в тенек, потом в рассеянную тень, ну а потом на солнце, если так им требуется. Ну вот, вроде все вспомнил. Если что-то не вспомнил, сад вам, надеюсь, сам подскажет. А у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Красивого вам сада, хорошего урожая, ну, в общем, традиционно. Всего хорошего.